Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я начинаю работу над новым комплектом в мятном цвете. В этом комплекте я буду использовать разные ткани и, конечно, подробно буду показывать и рассказывать. И сегодня начнем с обтяжки шаров шелком. Покажу подробно, так как новые подписчики хотят знать как и что. И у меня есть предложение придумать комплекту какое-нибудь название, ну не знаю, как, если бы это было сиреневый цвет, может быть сиреневый туман, здесь мятный, может быть мятная свежесть. И я буду подписывать уроки именно по названию, как придумаем. Буду рада, если вы накинете мне какие-то названия. Ну а сейчас приступим. Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я буду работать над новым комплектом и буду обрабатывать заготовки шелком. И сегодня покажу некоторые приемы, которыми я пользуюсь, чтобы ускорить работу. Понятно, что если вы делаете одну игрушку, вы ее делаете от и до, там режете вешалку, обтягиваете, там подготавливаете нити и все остальное. Но сейчас я покажу то, что я делаю, чтобы ускорить работу. Например, я начинаю с вешалок, измеряю 22 сантиметра и отрезаю ленту. И сразу я как бы не измеряю следующую, а вот ее отрезала и сразу беру вот таким образом, режу вот этот отрезок, сразу прикладываю следующую и вот так нарезаю, сколько мне надо. Ну, в данном случае это 4 отрезка. Так получается намного быстрее, чем каждую отмерять. И теперь я подготовлю вешалки. Складываю красивой петелькой, вот, чтобы у нас все было ровненько. Придерживаю вот эти два края и сразу одеваю на колпачок. И тем временем у меня подогревается пистолет, нагревается, чтобы затем все это приклеить. Завязываю узелок и сразу его обжигаю. Откладываю. Следующую. Когда вы разделяете как бы рабочие моменты одинаковые, то, что надо делать одно и то же, получается намного быстрее, чем вот от и до делать одну игрушку. Поэтому, когда мне спрашивают, сколько времени у меня уходит на изготовление одной игрушки, то я даже ответить как бы сразу не могу, потому что я одну вообще редко делаю. И вот так продолжаем. Вешалки я подготовила, и если вдруг ваш пистолет еще не нагрелся, как у меня, то я подготовлю нитку. Нитку я складываю в 3-4 раза. Это смотря какая нитка у вас, чтобы не порвалась. Вот я беру и вот несколько раз вот так вот складываю, и так зацепилась за что-то. И как бы подготавливаю нужное количество мне вот таких отрезков. И на одной из заготовок у нас есть вот такой кантик. Нам надо около вешалки этот кантик откусить, чтобы у нас вешалка приклеилась хорошо и не мешала. И так поступаем со всеми заготовками. И в процессе работы я как бы вот эту заготовку, которую откусывала, всегда оставляю внизу. Так намного удобнее, как бы она остается внизу, мне не надо смотреть, какая именно. И приклеиваю вешалку на вот эту, где нету вот этого кантика. Вот таким образом. Узелок оставляю в середине и прижимаю, чтобы лишний клей как бы он сплюснулся. И так поступаю со всеми заготовками. Теперь заготовки у меня подготовлены, и мне надо их склеить. Для склеивания можно использовать любой универсальный клей. У меня это уху и перелитую в бутылочку. Я не использую горячий клей для склеивания двух половинок, так как он создает толщину и будет трудно их защелкнуть. И клей я наношу вот на эту часть, на которую у меня приклеена вешалка, на внутреннюю часть, не на внешнюю. И просто вот по этому кантику внутреннему клей наношу.
И теперь беру и защелкиваю. Примеряю вот так верхнюю часть и защелкиваю сначала нижнюю часть. Вот таким образом. И все у меня подклеено. И так поступаем со всеми заготовками. Эти шары у меня будут разделены на 4 части, поэтому вешалку я буду подклеивать под 45 градусов. Когда у нас декор идет по одной стороне, вот где у нас склейка, то вешалку мы вот так ровненько вот тут вот клеим. Сейчас я буду клеить под 45 градусов. Я это учитываю, многие это не учитывают, но я считаю, что как бы если что-то делать, то делать все идеально. Я наношу клей и вот эту вешалку под 45 градусов располагаю. Вот вы видите. И так обрабатываю все заготовки. Забыла уточнить размер. У меня они 8 сантиметров в диаметре. Обтягивать я буду шелком, и если вы делаете это первый раз, то для шара 8 сантиметров вам нужен будет отрезок примерно 29 на 29 сантиметров квадрат или 30 на 30. Я это делаю уже много раз, поэтому я беру прямо вот так с отрезка, натягиваю вот примерно 1,5 сантиметра себе оставляю на боковинке вот эти и затягиваю вот таким образом. Этот шелк очень хорошо тянется, поэтому складочки ложатся сразу, как видите. Теперь я беру нитку, один край нитки вот так закрепляю, держу пальцем и второй прокручиваю и завязываю 2 узелка. Воспользуюсь зубами. Один узел и второй. Как вы видите, складочки уже практически легли. Именно вот этот шелк, он тянущийся. И теперь я беру и вот так понемногу расправляю. Тут практически нечего расправлять. Очень хорошо тянется, посмотрите. Ну, я просто уже сделаю идеально. Пройдусь несколько раз, чтобы все складочки красиво у меня легли. И продолжаю работу. Когда я несколько раз прошла, я снова беру вот этот короткий отрезок нити длинным и еще раз вот так несколько раз обтягиваю, затягиваю все и завязываю также 2 узелка. Теперь нитку я обрезаю, она мне уже не понадобится. И еще раз смотрю, где мне надо подтянуть уже окончательно все. Вот тут еще чуть-чуть все затягивается. И затем я лишнее подрежу. Посмотрите, как идеально все ложится. И продолжаем работу. И теперь, когда я довольна результатом, я придерживаю вешалку, чтобы ее случайно не отрезать. И лишнее отрезаю. И вот этот большой отрезок также ножницами большими отрежу, чтобы не мешал. И теперь большими ножницами вот так вот ровненько. Ножницы не поворачиваю в бок, а именно ровненько выравниваю как бы с верхней платформой, где у меня колпачок. И все подрезаю. Теперь вот так поворачиваю ножницы. И самые большие вот эти отрезки можно отрезать большими ножницами, но затем возьмем маленькие. При этом следим за тем, чтобы не отрезать вешалку. Теперь я беру маленькие и вот так по кругу прохожусь и отрезаю. Отрезаем по чуть-чуть, не сразу кроцаем все, вот так понемногу. И продолжаем работу. Теперь я беру зажигалку, вот так обжигаю и прижимаю боковинкой. И прижимаю. Тем самым я все закрепляю и запаиваю. И продолжаю работу. И теперь, если где-то у меня вот тут сверху что-то торчит, я беру ножницы и вот так вот все лишнее отрезаю. Все выравниваю. И теперь можно все запаять.
И у нас получается ровная вот эта верхняя платформа. И вот что у меня получилось. И так обрабатываем все остальные шары. И сейчас нам надо обработать верхушку ленты. У меня это 5 миллиметров. Я беру клей, немного наношу и подклеиваю кончик ленты. Это для того, чтобы нам как можно больше затянуть вот верхушку и все закрепить. Также могу обрадовать многих по приезду назад домой. У меня открывается второй YouTube канал, он будет на английском языке, и практически все уроки будут дублироваться. Будет и русский на этом канале, как бы будет язык, и английский на втором канале. Буду начинать делать один комплект игрушек, как бы от и до, чтобы было всем понятно. Буду как бы комплектом давать название, и по комплекту уже будет идти там урок первый, например, там нежное сияние комплект, урок второй, третий, и вот пока весь комплект не закончится. И будет все это и на русском, и на английском. Вот что получается. Верхушку мы затянули, и теперь нам надо подклеить ленту с петельками. Для подклеивания ленты я использую клей уху универсальный, и для облегчения работы как бы заполняю его в аппликатор, и с ним удобнее работать. И первую ленту буду подклеивать, где у нас вот здесь идет склейка шара. Она немного просвечивается, поэтому видно. Наношу клей на ленту и размазываю его вот так носиком. Подклеиваю и даю закрепиться. Чтобы не ждать, пока там все высохнет, я закрепляю иголочкой, затем разворачиваю, укладываю шар, чтобы было удобно мне наносить клей. И наношу клей. Так, что там вот клей. Я наношу достаточно много, но при этом как бы я уже знаю, сколько клея мне надо. Размазываю его носиком, придерживаю и подклеиваю по вот этому месту стыка. И продолжаю работу. Если у вас дизайн такой же, как и у меня разделенный на 4 части, то вторую ленту подклеиваем под 90 градусов под углом. И также даю закрепиться. И затем я несколько раз вот так примеряю и смотрю, чтобы у меня обе стороны были одинаковые. Вот один раз чуть-чуть перемещаю. Вот у меня получается идеально. И если вы делаете это в первый раз, то, конечно, закалываем иголочками. И вот теперь мы будем знать, что именно здесь у нас будет проходить лента. И все у нас будет ровненько. И теперь на второй край лишнее отрезаю. И также сейчас подколем все иголочками. Вот вы так смотрите, и если у вас все ровненько, вас все устраивает, подкалываем, чтобы мы знали, где у нас лента будет приклеена ровно. Вот так. Теперь я также разворачиваю игрушку, наношу клей и все подклеиваю. Свои уроки стараюсь показывать все подробно, так как очень много новичков, которые тоже хотят делать игрушки. Извините, пересохло в горле. И вот так укладываю между иголочками. И продолжаю работу. Один как бы отрезок я подклеила. Теперь наношу клей дальше. Распределяю его и подклеиваю. Вот так располагаю между иголочками, и я знаю, что мне все будет ровненько. И вот что в итоге у меня получилось. И хочу обратить внимание на шелк, который я последний раз получила. Я перед этим тоже брала. Вот этот шелк, который тянется во все стороны. И вы видите, какие аккуратные, красивые складочки получаются.
И, как я уже говорила, у меня будет второй YouTube-канал, где будут уроки на английском языке. Они также будут дублироваться. Совсем скоро я его открою и также предупрежу англоговорящих. Ну а на сегодня все. В следующем уроке покажу, как обработать боковинки и как оптимизировать работу, когда вы работаете сразу с несколькими заготовками, чтобы у вас получилось все быстрее. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.